Сегодня 6 февраля 2019 года. Мы вас приветствуем. Вас приветствуют высшие разумы, иерархия времени. Сегодняшнее послание направлено на расширение понимания человека о процессах, которые сейчас происходят на государственном уровне. Государственный уровень – это уровень руководителей стран, представляющих цивилизацию, представляющих человечество. У русскоязычного населения, возможно, сложилось понимание, что Россия как государство является определенной движущей силой, возможно, сопротивляющейся чему-то, возможно, создающей эгрегор, который противостоит чему-то или кому-то. Это было, в принципе, истиной, и это изменилось. Государство Россия и русскоязычное население, даже если они находятся в других регионах, начинают чувствовать, может быть, внутри себя, может быть, разум сопротивляется, но чувствование того, что вы уже не в центре или не в эпицентре, это чувство будет возникать все больше и больше, даже если какие-то факты в средствах информации говорят о другом. Есть 3 другие точки на планете Земля, которые сейчас являются наиболее нестабильными. Нестабильными в смысле, что будут происходить очень много изменений в руководстве этих государств, влияющих на изменение иерархии в управлении этой какой-то страной. Эти 3 точки. Сейчас мы будем давать информацию. Сложилось понимание у людей, что нестабильными регионами является европейская часть, Америка – это Соединенные Штаты. Вот этих 2 региона, ну и как из прошлого идет, возможно, африканский континент. Это уже стандартное понимание того, что здесь есть нестабильность, плюс вовлечение русского государства, России. Здесь это также является сложившимся в разуме человека, в сознаниях людей. На самом деле, первая точка, которая будет влиять на изменения в пространстве планеты Земля, это бывший исламский центр, который находится в государстве Испания, город Кордоба. Это самое влиятельное было здание, самое большое здание, исламская церковь, моск, как называют это, или джамия по-арабски. Это то, куда будут спускаться энергии. Мы говорим это на тонком плане. Эти энергии будут активировать определенные волнения в государстве Испании, влияющие на, как это ни странно, стабилизацию взаимоотношений между государствами на европейском континенте. В основном это энергия волнений, которые будут ощущаться в настроениях Испании, идущие именно из этого центра, из этой точки, будут определяться как, например, толчок к гармонизации ситуации в своей собственной стране. Такие программы будут запущены, и в течение ближайших лет руководители этих стран будут меняться, мы имеем в виду европейский континент, с целью допуска именно наиболее гармоничного представителя своей нации, который будет держать курс на баланс. Баланс в смысле 50 на 50. Это те представители, которые имеют большой доступ, основной доступ к финансам, они будут допускать к этим финансам тех, кто не имел этого доступа.
и с этой целью будет развиваться государство. Возможно, что корпорации, как уже было сказано некоторое время назад, из больших будут расколоться на небольшие корпорации, еще меньше, еще меньше. То есть тенденция будет на вовлечение талантливых людей, талантливых руководителей, вовлечение их в то, что вы называете бизнесом, вовлечение их в управление уже каким-то уровнем руководства на местах и вовлечение в управление регионами, и отсюда они будут влиять на того правителя, который будет создавать наиболее оптимальные условия для гармонизации энергии в стране. У каждой страны этот процесс будет проходить совершенно по-разному. И отсюда вы можете увидеть, что общая тенденция в европейских государствах будет в основном, мы говорим, на развитие своей уникальности. Центр, влияющий центр на энергетическом уровне, это Кордоба, Испания. Второй точкой является, да, эта страна действительно вышла на уровень мирового внимания, достаточно часто проявляется в ваших средствах массовой информации, это Китай. Политика Китая будет проходить реструктуризацию. Сейчас идет большая работа с тонкого плана, высшими разумами, с представителями этой нации, которая имеет не совсем стандартное, не европейское понимание того, как устраивать жизнь, как устраивать пространство, как работать с этим пространством. И на сегодняшний момент это было расценено, что это наиболее оптимальный вариант, который необходимо вносить в умы европейской части вашей цивилизации. Будет происходить много смешивания или объединения как на политическом уровне, так и на уровне промышленности и культурном уровне. Это взаимодействие поможет начать гармонизировать или снижать различные отклонения в проявлении человека, как, например, желание сменить свой пол, желание проявлять себя иначе, чем природа показывает этому человеку. Влияние будет происходить на разум, на сознание, гармонизация начнется с этими людьми для наиболее оптимального их включения в то общество, которое выгодно для того, чтобы человечество шло по своему развитию, как было планировано Создателем. Это влияние будет идти со стороны китайского эгрегора, возможно, через культуру, возможно, через то, что было создано в качестве мудрости. Это могут быть знаки, это могут быть символы, это могут быть различные школы, направления, а также боевые искусства, вовлечение людей во взаимодействие с энергиями, именно идущие из этой страны, будет гармонизировать состояние ума. Руководство этой страны будет также менять свою политику и достаточно ярко. И третий континент, третья точка – это Южная Америка. Процессы, которые начинаются в Южной Америке, будут охватывать весь американский континент. А они продлятся достаточное количество времени до тех пор, пока не изменится полностью, в принципе, нация, американская нация как таковая. Она будет объединяться. Целью этого объединения является выравнивание ДНК, уровня ДНК. Дело в том, что в настоящий момент на американском континенте находятся представители с совершенно нестандартными ДНК, которые являются представителями ушедших внеземных разумов, как, например, вы знаете, вы, возможно, слышали, это Сиера или Зета. Эти структуры уже не имеют доступа к влиянию на развитие человечества, но есть их представители, которые продолжают руководить достаточно мощно, и этих людей, можно так сказать, будут менять
под влиянием процессов, происходящих в Южной Америке. То есть это не совсем прямое влияние, как, например, кто-то подаст указ о назначении кого-то. Нет. Но процессы, которые бурлят в Южной Америке, это только начало, будут отражаться на сознании руководящих людей, которые будут начинать совершать все больше и больше ошибок, и таким образом будут удалять с руководящих постов тех, кто там находился буквально веками. Вы, возможно, понимаете, что мы имеем в виду. В завершение хотим сказать, что это послание является, возможно, поддержкой тем, кто находится в состоянии ожидания, что произойдет что-то непоправимое, как, например, то, что сейчас выглядит как факт, выдаваемое средствами массовой информации за напряжение или конфликт между такими странами, как страны НАТО и Россия. То, что у вас сейчас это происходит. И многие люди втягиваются в поддерживание вот этого облака, которое втягивает энергию вашего страха в себя. Информация была дана для того, чтобы обратить ваше внимание на другие процессы, которые идут, но которые, возможно, сейчас не видны. И мы просим вас заняться развитием своей уникальности. Месяц февраль является месяцем, в котором вы можете начинать что-то новое, начинать творческие процессы, созидать, создавать свою жизнь, раскрывать свои качества, о которых вы не знали, которые вам дают или ведут вас по новому пути с целью изобилия, достижения, радости и счастья в вашей физической реальности. Мы желаем вам успехов. До свидания.